Всем привет, меня зовут Настя, как вы уже знаете. Сегодня я хочу обсудить с вами 3 темы о секонд-хендах. Это воровство, болезни и дефекты вещей. Кстати, это мое первое разговорное видео. Я очень вас прошу поддержать меня лайком и подпиской, и тогда я буду знать, что делаю все не зря. Первая моя история будет про воровство в секонд-хенде. К сожалению, я стала свидетелем данного печального события. Как я заметила, что происходит что-то неладное, когда я мерила одежду, в соседней кабинке мерили мальчики. Ну, как сказать, мерили. Они пытались отковырять магнит. Какими народными средствами они пользовались, я не знаю, но это было. Почему я могу утверждать? Потому что я видела сама. Каким образом я могла видеть? Объясняю. 2 раздевалки, у них общая перегородка, и эта перегородка не доходит вплотную до стены. То есть мое зеркало и их мы можем вот так видеть наискосок. Ну и, собственно, того, кто в этом зеркале отражается в соседней раздевалке. Прекрасно, правда? Мальчики успешно, видимо, не в первый раз, сняли магниты, надели одежду на себя, сверху ту одежду надели, в которой они пришли, и успешно вышли из магазина. Все элементарно, правда? Ужас, ужас. Потом я наблюдала уже с улицы, когда я направлялась ко входу в секонд-хенд, я заметила, как охранник из этого секонд-хенда догонял мальчиков, которые стремительно неслись через все дороги на красный свет, просто в безумии каком-то они убегали. Вот. Ну, история, к сожалению, ничем хорошим не закончилась, так как мальчики были молодые, я не знаю, там лет 16-18 им было. Охранник был уже за 40 лет, и сравниваться тяжеловато. Ну, собственно, поэтому им удалось убежать. Мне очень понравилась история, когда я была в секонд-хенде, и зашла женщина среднего возраста и с таким отвращением: фу, воняет, фу. Ну, возможно, человек зашел в первый раз в секонд-хенд, да, конечно, я не исключаю такую возможность, даже в ее возрасте, неважно, все могло быть. Но этот человек остался там дальше, ну, видимо, наслаждаться. Но если она зашла не первый раз, то она должна понимать, что в секонд-хенде так пахнет всегда. И пахло, и, скорее всего, будет, да, в ближайшем обозримом будущем. Чем, собственно, пахнет? Это формальдегид, это газ, которым обрабатывают вещи. Почему для некоторых невероятно, девочки? Не может быть такого. Просто нонсенс. С открытием вас, женщин. Не ходи, значит, такие магазины не для тебя. Ходи в ЦУМ, ходи в Армани, ходи в любой торговый центр. Дорогие бренды чаще всего брызгают духами свои вещи. Ходите туда. Но в любом случае мы приобретаем вещь и стираем ее. В любом случае. Такая интересная ситуация. Я мерила вещи в кабинке, и в соседней кабинке мерила их девушка. И так как перегородки мои любимые не доходят не только до стены, но и вниз до пола не доходят вплотную, я, собственно, видела ноги этой замечательной женщины. Так как дело было летом, она мерила без носочка, без следочка. Вот как есть, в костюме Евы, да? Я увидела у нее зеленые ногти. Ну, понятно, речь идет не о лаке, а о болезни. Я не врач, я не буду ставить какие-то диагнозы и так далее. Но на первый взгляд понятно, что у человека какое-то заболевание, что ногти не в норме. Так вот, я не из брезгливых, совершенно. Если это не заразно, если это только вопрос эстетики, это дело только девушки, вообще никаких вопросов, нас это не касается. Да, пусть делает, что хочет. Хочет лечит, хочет не лечит. Только ее жизнь, ее тело, ее дело, как говорится. Но, если это какая-то болячка, которая передается, как бы замечательно, да, вот после... То есть человек не думает не о других и не о себе. Почему он не думает о себе? Потому что ей, видимо, мало этих зеленых ногтей, она хочет что-то еще поинтереснее подхватить, да, новенькое, да, оформить. Вообще, мне лично непонятно, почему так, что мешает элементарно носочки, следочки, бахилы, да, если нет ни того, ни другого, ни третьего, пакетик, элементарно пакетик. В любом магазине бесплатный фасовочный пакетик взяли и на ножку надели. Очень просто, согласитесь, просто, да, и вы в безопасности, и
Ну, если у вас есть какое-то заболевание, собственно, никто тоже не заразится после вас. Одна девушка придумала еще интереснее. Опять же, я мерила в раздевалке свою одежду, и тут я обнаруживаю, что у меня под ногами оказывается часть вещей из соседней кабинки. Я думала, девушка уронила, хотела их потянуть в свою сторону и ей передать уже через занавесочку в раздевалке. Да? Но нет, вы что? Девушка специально положила на пол эти вещи, встала на них ногами и стала мерить еще какие-то свои вещи, которые она взяла. Прекрасно. Я очень надеюсь, что она их положила уже после того, как померила, но не факт. Даже в любом случае, если это случилось так, после нее будем мерить мы с вами. Как вам такая идея? Мне тоже нравится. Что может быть на полу, на котором будут лежать эти вещи? Да что угодно. Все, что нас окружает на улице, да? Все, что мы заносим с обувью в магазин, ну и так далее. Те же зеленые ногти, ну и все прочее. И мы потом все это с удовольствием будем примерять на себя любимых. Почему бы и да? Почему нельзя делать по-человечески? Зачем пачкать? Еще я находила вещи в секонд-хендах, которые испачканы тональным кремом в районе горлышка, так как девушки меряют, и их макияж переносится частично на вещь, собственно говоря. Есть очень простой способ. Ну, опять же, это аккуратно просто надеть на себя вещь, аккуратно, да. Если все же не получается и горлышко очень узкое у вещи, можно надеть на голову пакетик. Так вы не испачкаете ни вещь, ни свой макияж, который вы часами наносите дома, стараетесь. Опять же, это уважение к другим людям, к продавцам, которые отпаривают вещи, которые их развешивают и приводят их в товарный вид, создают атмосферу в магазине, аккуратность, да, и вот вы просто один раз померили, и все, и вот вещь уже испачкана. Да, ее можно отстирать, понятно, но уже как-то мерить, ну, желание меньше, согласитесь со мной, правда? Я часто находила вещи с конкретными дырами, дефектами, вот просто молью поеденные. И в чем, собственно, проблема-то? Эти вещи висят вместе с вещами, которые без дефектов, и даже в категории люкс. А категория люкс — это, как правило, самые дорогие вещи в секонд-хенде, ну, в текущем завозе. В примерке тоже люди могут порвать вещи. Не все же любят признавать свой размер, как они поправились за лето, ну и так далее. И кто-то, может, хочет влезть в 42-й, будучи 48-го размера. Ну, мы, девочки, с вами понимаем, все мы этим грешим. Но кто-то умеет останавливаться вовремя, а кто-то до последнего в себя верит и продолжает себя усиленно вот это вот впихнуть невпихуемое любой ценой. Да, а потом вот получаются такие дефекты. Да, такие вещи шерстяные, кашемировые, вот прям обидно, да, бывает. Очень красивые вещи находишь. Нас встречает Молли со своим завтраком в виде этой шикарной кофточки, и нам придется только ее оставить в магазине. А это добросовестно не... Если природа появления этого дефекта не какая-то... Дефекта моей речи. Какая природа появления у дефекта моей речи? И такие вот крупные дефекты часто находятся рядом с магнитом и ценником на вещь. То есть, когда вещь была оценена, нельзя было не заметить такой дефект. Да, у меня один вопрос назревает. Вы нас что, держите за дебилов? А? Как вы считаете, могут ли продавцы специально делать вид, что они не замечают такие дефекты? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. По поводу воровства я еще не уточнила такой момент, что обычно я наблюдала таких мальчиков интересных, занимающихся такими прекрасными делишками, в дни распродаж, когда вещь уже стоит 300-500 рублей, понимаете? То есть маечка, условно, которая стоит 300 рублей, стоит того, чтобы рисковать. И вы не знаете, в какой момент в вашей жизни вылезет эта ситуация. Если вы отделаетесь штрафом, и все про это забудут, это одно. Но если вы в дальнейшем собираетесь устраиваться на какую-то серьезную работу, где проверяют всю родословную, там, до орангутанга буквально. Я имела, да, с этим дело, я устраивалась в подобные организации, и любой штраф, любая мелочь там всплывает. И хотели бы вы краснеть за эту маечку за 300 рублей? Нет, я думаю, нет. Ну, или еще интереснее, если из-за этого штрафа, даже такого мелкого, потому что в организациях могут быть разные принципы. Если вас не возьмут туда на работу, а это высокооплачиваемая работа, это, допустим, ваша любимая работа могла бы быть, стоит ли того эта маечка в 300 рублей? Опять же нет, правильно?
Помимо юридических законов, которых вы не боитесь и вас не останавливает, вы еще забываете о человеческих, а именно о совести. Если вам кажется, что вы украли какую-то незначительную вещь на совершенно незначимую малюсенькую сумму, я вам хочу напомнить, что во многих магазинах существует такая система. Когда идет закрытие месяца, подсчет кассы, и всплывают вот такие недостачи по деньгам, знаете, кто будет возмещать? Продавцы. Иногда это делится на всех продавцов в магазине сумма. Иногда сумма делится на ту смену, в которой произошла кража. И тогда придется платить какому-то продавцу за это. Если это человек, ваша мама или бабушка. Как вам такая ситуация? А если это бабушка, которой не хватает копеечной пенсии, это единственный ее заработок, чтобы хоть как-то прожить, чтобы ей хватило элементарно на еду, понимаете? Ей придется отдать 300 рублей не на еду, а на вашу маечку. У вас есть совесть, мальчики? Ребята, я вас призываю, давайте уважать друг друга. Это бесплатно. Это абсолютно бесплатно. Просто элементарное человеческое уважение к окружающим. И вам в любом случае это воздастся. Если это видео зайдет, в следующем мы обсудим мою борьбу с оскорблениями. Да, на протяжении всей жизни мне попадаются такие люди, и я уже научилась с ними бороться. Я расскажу вам как.